Сила – это не только в мышцах, это не количество денег, не социальный статус и не влияние. Истинная сила человека в его воле. Она рождается внутри. Именно она решает, кто мы и на что способны. И если у тебя есть воля, у тебя есть все. Что такое воля? Воля – это способность человека сознательно управлять своим поведением, преодолевать трудности и добиваться целей, несмотря на внешние обстоятельства и внутренние сомнения. Это голос внутри, который говорит: «Делай, даже если страшно. Продолжай, даже если больно. Не останавливайся, пока не дойдешь». Фридрих Ницше говорил: «Человека определяет не то, что с ним происходит, а то, как он на это реагирует. А реагируем мы волей. Сильный человек – это не тот, кто избежал трудностей, а тот, кто прошел через них и не сломался». Воля как источник силы доказательства и примеры. Физическая выносливость – вот когда тело подчиняется разуму. Спорт, пожалуй, это чистая наука воли. Вот, например, марафон. 42 километра – дистанция, которую неподготовленному человеку, просто невозможно преодолеть. Но даже те, кто готовился, ломаются, кто-то на 30-м, кто-то на 35-м километре. И знаете, те, кто все-таки добегают, это далеко не всегда самые сильные физически. Они просто не позволили себе остановиться, не дали себе сдаться. Они бежали не ногами, а волей. Дэвид Гоггинс, бывший морской котик США, автор книги «Can't Hurt Me». В детстве он был избит, беден, страдал от ожирения. Его жизнь, просто не давала ему никаких шансов. У него не было ни ресурсов, ни связей, но у него была воля. Он прошел адскую подготовку Navy SEAL, стал ультрамарафонцем, установил рекорды, его тело сдавалось, но его воля тащила его дальше. Он говорил: «Когда думаешь, что все, ты исчерпан на 100%, ты только на 40%, остальное решает голова». Психологическая устойчивость – это когда воля выше страха. Многие думают, что сила – это отсутствие страха. Но это, честно говоря, не так. Сила – это способность идти вперед, несмотря на страх. Сила – это сделать шаг, когда дрожат руки. Не убежать, остаться, посмотреть в лицо боли. Вот это и есть воля в действии. Виктор Франкл – психиатр и узник концлагеря. В условиях ужаса, унижения, полного обнуления человеческого достоинства он выжил, потому что его воля к смыслу оказалась сильнее страха. Он не позволил себе превратиться в пустую оболочку. Он писал: «У человека можно отнять все, кроме одного – свободы отнестись к происходящему своим образом. Это абсолютная правда. И это воля». Его книга «Сказать жизни» – да, это манифест несгибаемой силы духа. Это доказательство, что даже в аду можно сохранить себя, только если есть воля. Прорыв сквозь социальные барьеры, воля выше обстоятельств. Тысячи людей рождаются в нищете, в страхе, в насилии, без шансов, без привилегий. Но воля – это пламя, которое прожигает любые стены. У нее нет ограничений. Она не признает фатализм. Она говорит: «Ты пойдешь, ты сможешь». Опра Уинфри родилась в бедности, пережила абьюз, была никем. По всем прогнозам, очередная жертва. Но ее внутренняя решимость, ее вера в собственную ценность, ее воля сделали невозможное. Она стала одной из самых влиятельных женщин мира. Не чудо. Решение, упрямство, воля. И она не исключение. Таких историй тысячи. Разница не в IQ, не в деньгах, не в удаче. Разница-то в том, кто продолжал идти, кто не сдался. Психология воли – научные подтверждения. Наука не спорит с этим. Наоборот, она подтверждает: воля – реальный ресурс, и с ним можно работать. Профессор Рой Баумейстер доказал, что воля похожа на мышцу. Ее можно натренировать, но и перегрузить можно. В эксперименте студенты, которым пришлось игнорировать соблазн съесть печенье, показали худшие результаты в когнитивных задачах. Их воля устала. Это значит, воля – ограниченный, но управляемый ресурс. Чем мудрее ты им распоряжаешься, тем крепче становишься. Шопенгауэр говорил: «Мир – это проявление воли. Воля – основа всего живого. У животных это инстинкт. У человека – сознательный выбор. Это то, что делает нас личностями. И если все отнимают, остается воля. Как точка опоры, как последний рубеж. Когда исчезают деньги, уходят люди, рушатся планы, воля остается. И если она есть, ты еще стоишь, ты еще жив, ты еще способен начать заново. Почему одни сдаются, а другие идут до конца? Не потому, что одни слабее, а потому, что одни приняли решение остановиться, а другие не приняли, потому что для одних еще шаг – невозможность, а для других – долг, потому что одни ищут выход, а другие – причину, чтобы не сдвинуться. Разница не в гениальности, разница
в решимости. Сила — это не статус, это не одежда, это не речь. Это то, что говорит тебе внутренний голос, когда ты на дне, когда никто не смотрит, когда нет аплодисментов. Это та тишина, в которой звучит твой выбор. Остаться или пойти, сдаться или продолжать, идти или лечь, упасть или подняться. 1 раз, 10, 100. Пока ты выбираешь встать, ты выигрываешь. У человека столько силы, сколько у него воли. Это не красивая фраза, это формула, это правда, это закон. Можно ли развить волю? Да, можно, нужно. Это не дар, это навык, это работа. Каждый раз, когда ты делаешь то, что не хочется, ты тренируешь волю. Когда ты отказываешься от лишнего, от слабости, от привычки жалеть себя, ты становишься прочнее. Когда ты идешь к цели не на вдохновении, а на упорстве, ты закаляешь свою основу. Когда ты не ищешь оправданий, не врешь себе, не перекладываешь, ты строишь себя, настоящего, того, кого ничем не согнешь. Сила — это не отсутствие боли, это умение идти сквозь нее, это способность шагать, даже если внутри все кричит «остановись». Это способность дышать, когда не можешь, молчать, когда тебя рвет на части, делать, когда нет сил, потому что ты решил, потому что ты — это не чувство, ты — это решение. Сколько силы в человеке, столько, сколько он способен выдержать, столько, сколько раз он встает, столько, сколько он готов сказать «да» себе и «нет» всему, что его разрушает. Итог 1. Воля — это главный капитал, самый важный, самый глубокий. Все остальное — инструменты, все остальное — вторично. Ты можешь родиться без привилегий и построить империю, если в тебе есть воля. Ты можешь быть против всего мира и выстоять, если в тебе есть воля. Ты можешь упасть 100 раз и подняться 101, если в тебе есть воля. Мир не принадлежит лучшим, он принадлежит тем, кто не сдался. У человека столько силы, сколько у него воли. Хочешь изменить свою жизнь? Не жди, не ищи благословений. Просто реши, просто начни, просто не сдавайся. А как вы считаете, у человека столько силы, сколько у него воли? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик и выберите все. Ставьте нравится или лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.